пациента. Состояние после рекпандилосинтеза на уровне S5-S6 с 7TH1 кейджами, пластинами. 2 операции было, первая неудачная. В данный момент беспокоит боли в шее, в области шрама, покалывание по всему телу, боли в икроножных мышцах, холод в ногах, иногда хромота, самопроизвольное сжатие большого пальца левой руки. Хотел уточнить у врача, есть ли где абсолютный стеноз и миелопатия. Ранее была на уровнях S5, 6, 7, TH1. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 34 лет, дата исследования 15 января 2025 года. Область исследования – шейный отдел позвоночника, состояние после оперативного лечения. По телам С5, 6, 7 артефакты от металла. Шейный лордоз выпрямлен. Сформирован левосторонний сколиоз до 6 градусов, с вершиной вспять. Тело позвонков в зоне сканирования дегенеративно изменены. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры. Межпозвонковые суставы гипертрофированы, суставные щели их неравномерно сужены. Структура тел позвонков с 1-7 однородна. Отмечается сужение высоты и признаки дегидротации межпозвонковых дисков, преимущественно на уровне С4-С7. В зоне сканирования спинной мозг обычных размеров, структура его однородна. Межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади, С2, С3 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С3, С4 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С4, С5 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. С5, С6 левосторонняя срединно-фораминальная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонкового отверстия слева. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 10 мм. С6, С7 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 10 мм. С7, TH1 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 12 мм. Заключение. МР картина состояния после оперативного лечения. Медицинская документация не представлена дегенеративно-дистрофических изменений, левостороннего сколиоза первой степени, шейного отдела позвоночника, протрузии межпозвонкового диска, С5-6, относительного стеноза позвоночного канала на уровне С4-7. Рекомендована консультация невролога. 16 января 2025 года. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Формально абсолютный стеноз – это то, что менее 10 мм. У вас 10 мм, и это скорее относительный стеноз. Но это тоже проблема. Позвоночный канал узкий. Ток ликвора в нем легко нарушается и дает дискомфорт, боли. На данном исследовании спинной мозг не изменен, но нужно помнить, что некоторые патологии видны только в случае применения контрастного усиления. В целом, сейчас ситуация благоприятная. Признаков сдавления спинного мозга и корешков нет. Признаков отека спинного мозга, костных структур тоже нет.